Однажды на скалистых берегах Атлантики, где когда-то процветало древнее волшебство, родился танец, ставший одним из главных национальных символов. Как замысловатые узоры на костюмах связывают современных танцовщиков с кельтским наследием? Правда ли, что ирландские танцы исполняли даже на похоронах? Зачем танцевать на снятых с петель дверях? Почему в традиционном танце руки остаются неподвижными? Как сын ирландских иммигрантов в 90-х переосмыслил традиции и заставил весь мир влюбиться в национальный танец? Как артистам удается стоять на пальцах в обуви, которая на первый взгляд не похожа на пуанты? И что не так с современными чемпионатами по ирландскому танцу? В конце 90-х мне подарили кассету с записью грандиозного шоу Lord of the Dance в лондонском гайд-парке. И все, ребенка потеряли. Я засмотрела эту кассету буквально до дыр. Эти потрясающие кельтские мелодии навсегда врезались в память, и думаю, что яркие образы и костюмы тоже оказали какое-то влияние и на мое восприятие эстетики. Конечно, это очень такое трогательное, нежное воспоминание детства, и до сих пор я с огромной теплотой вспоминаю вот эти вот минуты, часы погружения в волшебный мир ирландского танца. Я рада, что наконец-то у меня появилась возможность изучить этот жанр, поисследовать немного ирландский танец, и надеюсь, вам будет интересно отправиться в это путешествие со мной. С Ютубом сейчас творятся, мягко говоря, странные вещи, поэтому ваша поддержка особенно важна. Пожалуйста, если видео вам нравится, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться с теми, кому это может быть интересно. Я желаю вам приятного просмотра. Важная оговорка. Ирландский танец – тот жанр, который интересно не только смотреть, но и слушать. Потрясающие мелодии, фантастические дроби, отбиваемые артистами, в разы усиливают впечатление. Но, к сожалению, использовать отрывки со звуком я не могу, чтобы не нарушить авторские права и не дать Ютубу повод отправить канал в бан. Оставлю ссылки на некоторые фрагменты в описании, чтобы вы могли полноценно окунуться в атмосферу. История ирландских танцев уходит вглубь веков, когда на Британских островах совершали свои обряды волшебники-друиды и обитали воинственные кельты. Особая роль в верованиях друидов, обожествлявших природу, была отведена священным деревьям. Танец являлся одной из форм поклонения и имел сакральный характер. Если вы сейчас подумали о традиции русских хороводов, вы абсолютно правы. Групповой танец такого типа считается одним из наиболее распространенных в древние времена. Не было ни одного повода праздника, где бы отсутствовал танец. Это действительно так, танцевали даже на похоронах. Любопытно, что в подобных случаях круг двигался против часовой стрелки. Если же событие было радостным, танцевали в обратном направлении. Любое собрание общины, фэш, подразумевало танцевание как одну из форм взаимодействия между человеком и богами, и между самими людьми. Постепенно появлялись и варианты с линиями вместо кругов. Рисунок становился сложнее, танцовщики больше двигались и менялись местами. Знакомые нам формы ирландский танец приобрел уже в веке XVIII, но до того ему пришлось развиваться тайно, буквально в подполье. Когда возникла англиканская церковь, начались гонения на ирландских католиков. Национальный танец тоже попал под раздачу. Дело, думаю, не только в его безбожности, а в том, что англичане наверняка боялись того чувства единения, которое дарили ирландцам их танцевальные традиции. В таких условиях мастерство тайно передавали из ног в ноги. Ни о каких школах и публичных фэшах и речи идти не могло. Кстати, с этим связан забавный момент. Некоторые утверждают, что традиция не использовать в танце руки пришла как раз из тех времен, чтобы британские солдаты не заметили танцующих. Как будто бы руки заметить легче, чем отбиваемую каблуками дробь. Раз уж начали говорить о положении рук, давайте обратимся и к остальным версиям. С англичанами связана еще одна история. Будто бы однажды танцовщики вынуждены были выступать перед королевой Елизаветой I. Но чтобы выразить протест, артисты во время исполнения танца держали руки опущенными, не желая приветствовать угнетателей. Наиболее реалистичной представляется версия о том, что с точки зрения церкви такой танец был менее провокационным. Опущенные вдоль тела руки свидетельствовали о самоконтроле и, самое главное, не давали танцовщикам разного пола касаться друг друга, ведь до добра держание за ручки еще никого не доводило. А вот до ирландской свадьбы очень даже может довести,
Видео с такой свадьбы артистов труппы Риверданс набрало множество просмотров. От него действительно не оторваться. Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня. Интересный факт. В качестве устойчивой и твердой платформы для танца раньше использовали снятую с петель дверь. Возник даже отдельный соревновательный жанр аттракцион. Нужно станцевать на двери, по углам которой расставлены стаканы. Выигрывает тот, у кого в момент танца вылилось меньше воды. Вообще-то задача крайне непростая. Правда, важно отметить, что такой танец исполнялся в старом стиле, без трюков и сногсшибательных степовых комбинаций. Когда исполнение ирландского танца не считалось преступлением, его распространением занимались странствующие учителя. Они создавали собственные шаги, комбинации, то, что называется steps, и технические особенности, так что в какой-то момент вариаций стало слишком много и понадобилась кодификация. Можно догадаться, сколько споров она вызвала, каждый пытался отстоять свой стиль. Первые стандартизированные уроки и, соответственно, соревнования появились в XIX столетии. Это время ознаменовал подъем ирландского национализма. Многократно возрос интерес к истории этой страны, ее традициям, литературе и языку. Благодаря тому, что Ирландия находится на острове, в языке сохранились редкие архаические черты, которые в другой ситуации исчезли бы. Так что ирландский язык очень древний и совершенно удивительный. В 1893 году возникла Гаэльская лига, отвечающая за сохранение всего ирландского. Тогда же разработали и закрепили каноны ирландского танца. Самыми известными разновидностями ирландского танца и музыки являются джига и рил. Здесь можно долго и пространно говорить о музыкальных размерах и других деталях, но кажется, лучше всего вы поймете разницу, если прослушаете джигу и рил друг за другом. К сожалению, как уже говорила выше, у меня нет возможности вставить их сюда из-за авторских прав. Но оставлю в описании ссылки на нужные видео. Там все максимально наглядно. Еще одна традиционная мелодия – hornpipe в английских источниках упоминается во времена правления Генриха VIII. Да-да, того самого, который, так сказать, до смерти любил всех своих жен. Естественно, поскольку размер и ритм этих мелодий существенно разные, танцы тоже получились непохожими. Кстати, для разных типов танца принято надевать разную обувь. Давайте немного поговорим о ней. Мягкие женские туфли обычно черного цвета. У них также есть шнуровка, которую некоторые сравнивают с лентами пуантов. Но в пуанте ножка смотрится изящно. Эти же приспособления, по-моему, испортят любую стопу. Но, наверное, танцевать в них удобно. Real shoes – мужские. Они напоминают джазовки, но с твердым каблуком, который позволяет отбивать ритм. Туфли с жесткими носком и пяткой надевают как женщины, так и мужчины. В наше время носок и каблук делают из пластика. Традиционно же ирландцы танцевали в обуви с деревянными элементами. Хорошо, что технологии не стоят на месте. Я все смотрела, как девушки поднимаются на пальцы, а это в ирландских танцах, как, собственно, и в балете, делают только девушки. И пыталась понять, всегда ли это скачок или переход через полупалец тоже возможен. Кажется, все-таки полупальца нет. Сначала поднимается передняя нога, потом задняя, или происходит скачок. Положение стопы, очевидно, абсолютно другое. Честно говоря, выглядит немного устрашающе. Дело даже не в эстетике, а в том, что положение пальцев как будто менее устойчивое и более травмоопасное, чем в стакане пуанта. С другой стороны, мягкость ботинка позволяет делать такие вот штуки. В жестком пуанте это невозможно, да и, честно говоря, требует другой подготовки щиколотки и стопы. Это прям супер, очень много работы требует этот элемент. Любопытно, что на соревнованиях можно потерять баллы, если обувь не будет соответствовать стандарту. Так, мягкие ирландские туфли Гришко, например, сделаны по образу и подобию настоящих, но детали отличаются. Поэтому профессиональную обувь для ирландского танца, особенно если вы планируете принимать участие в соревнованиях, все-таки лучше покупать у производителей, которые на ней специализируются. Мне попался отличный, подробнейший русскоязычный гайд по всем типам и моделям на сайте одной из танцевальных школ. Если интересно, посмотрите, ссылка будет внизу. Не могу удержаться и не сказать пару слов о соревнованиях. Это, конечно, что-то с чем-то. Раньше я как-то никогда не вникала в тему соревнований, поэтому искренне удивилась, узнав, что девочки обязательно должны выглядеть так на локальных и международных чемпионатах. А вот для сравнения мальчики. Участниц даже не видно за всеми этими париками, коронами, блестками, платьями, термоядерным макияжем. Интересно, как и почему это стало нормой.
Еще более интересно, как в этой пестроте, а на сцене иногда танцуют сразу несколько конкурсанток, так вот как в этой пестроте можно разглядеть танец? Говорят, правда, нередко судьи заранее знают, кому и что нужно ставить, но такое, увы, встречается во всех жанрах. Но вернемся к костюмам. Специальные белые носки, так называемые poodle socks, не должны быть выше 15-30 сантиметров над щиколоткой. На костюмах часто вышиты кельтские узоры из Келтской книги. Эта древнейшая рукопись, по мнению ученых, была создана монахами в IX веке и содержала священные тексты. Однако известна она не только своей стариной, но и невероятным оформлением. Сейчас Келтская книга хранится в Тринити-колледже в Дублине. Какая же там роскошная библиотека, посмотрите. Еще одной визитной карточкой ирландской танцовщицы являются накрученные волосы. Это не просто так. Упругие кудри подчеркивают высоту прыжка артистки. Сейчас в основном используют парики. В течение долгого времени ирландские танцы не привлекали внимания публики за пределами Британских островов. Все изменилось в 1994 году, когда на проходящем в Дублине Евровидении Джин Батлер и Майкл Флетли вместе с кардебалетом танцевали на музыку Боба Вилана. Последний, к слову, получил за свое произведение премию Грэмми. Так вот, танец Батлер и Флетли стал самым известным выступлением в истории песенного конкурса. Миллионы зрителей по всему миру узнали о существовании ирландского танца. Предприимчивые продюсеры времени зря не теряли, и уже в следующем году шоу «Ривердэнс» отправилось в мировое турне. А еще через год Майкл Флетли покинул проект из-за разногласий с продюсерами и создал свое легендарное шоу, для которого собрал команду артистов-чемпионов, суперпрофессионалов. Давайте же, наконец, поговорим об этом замечательном человеке, который раз и навсегда изменил образ ирландского танца и влюбил в него весь мир. Майкл родился в 1958 году в Чикаго в семье иммигрантов из Ирландии. Учить азам национального танца мальчика стала мама. Когда же он захотел брать профессиональные уроки, ему отказали, сославшись на то, что в 11 лет уже слишком поздно начинать. Но Майкла так легко не сломить. Он продолжал заниматься сам в родительском гараже и в 17 лет выиграл чемпионат мира в Дублине, став первым американцем, получившим престижную награду. Этой победе предшествовало несколько провалов, но из раза в раз Майкл не сдавался. А когда появилась возможность, обосновался на время в Ирландии, чтобы лучше узнать традиции и учиться у мастеров. Репетировал он по 6-8 часов в день. Параллельно Майкл профессионально играл на флейте и 2 года подряд побеждал в музыкальном конкурсе. Он, кстати, является обладателем уникальной флейты XIX века. Ах да, при всем при этом мальчик занимался боксом и подумывал о карьере боксера. Правда, причина была не слишком романтичная. По дороге в школу Майклу приходилось встречаться со старшими ребятами, которым нужно было давать отпор. В Чикаго множество мигрантов из самых разных стран, и безопасностью город похвастаться не мог. Мир бокса потерял перспективного спортсмена, когда ансамбль The Chieftains позвал Майкла поехать в тур. Именно Майкл создал постановки, благодаря которым мир сошел с ума по ирландским танцам. Кстати, обратите внимание на руки в этих записях. В шоу Флетли они ожили. Согласитесь, стало в разы экспрессивнее. Также заметим, что артисты не всегда держат вместе колени, как полагается. Броски ногами происходят не строго на определенном уровне. Да и количество этих бросков может кратно увеличиться. Еще Майкл всегда говорил, что танец – это человеческое естество и что в его постановках есть место чувственности. Должна отметить, это никогда не становится вульгарным и пошлым. В 1989 году Майкл установил рекорд, отбив ногами дробь в 28 ударов в секунду. В первые годы Флетли репетировал в ботинках, которые были в 3 раза тяжелее сценических, что придавало особую легкость его движениям во время выступлений. Эти самые ноги застрахованы на $50 миллионов. Цифра, честно говоря, разнится от источника к источнику, но масштабы понятны. Честно говоря, была убеждена, что это максимум, но к огромному своему удивлению выяснила, что на гораздо большую сумму застраховала свои ноги, например, певица Марайя Кэрри. Ладно еще футболисты, это я хотя бы могу понять, но здесь что-то за пределами моего понимания. Имя Майкла занесено в Ирландский зал славы в Америке. Он получил степени почетного доктора Дублинского университетского колледжа и университета Лимерика.
Увы, никакой, даже самый успешный путь не может быть безоблачным. В 2003 году Флетли победил меланому, но в 2023 ему поставили новый диагноз – более агрессивную форму рака. Сейчас 66-летний Майкл передает мастерство молодым, а про последствия и жертвы ради карьеры говорит честнее, чем кто-либо из артистов. Когда зрители 15-16 раз вызывали его на бис, он работал на пределе возможностей. Чтобы сбить бешеную температуру тела и успокоить пульс, ему приходилось за кулисами окунаться в таз с холодной водой. Про свое нынешнее состояние Майкл говорит так: «Я живу с постоянными болями, в агонии. Танцем я износил свое тело». Так что нет, отнюдь не только балет требует больших жертв. Но Майкл, кажется, ни о чем не жалеет. Личное счастье он тоже нашел благодаря танцу. Много лет Флетли женат на артистке своей труппы. У них подрастает сын. Дело Майкла тоже живет. Труппа Риверданс выступает и активно гастролирует. Там прекрасные молодые артисты. Правда, если среди девочек действительно есть те, на кого хочется смотреть, мальчики-солисты, конечно, заметно проигрывают сумасшедшей харизме Майкла. Он был не просто хорошим танцовщиком, он был тем артистом, который мог заставить 25 тысяч зрителей в лондонском гайд-парке с замиранием сердца наблюдать за тем, как в тишине он отбивает дробь. Наверное, именно это и делает Флетли легендарной фигурой, настоящим символом Ирландии, очень любимым в своей стране. Сейчас Майкл продолжает давать мастер-классы и занимается благотворительностью. Если вам есть что добавить, если вы сами занимаетесь ирландскими танцами, обязательно делитесь своим опытом в комментариях.